вы оцениваете эту неделю? I'll give it to you this morning so that you can work on it during the day, during the breaks. Я вам раздам оценочные листы с утра, чтобы у вас было время обдумать все, а потом, там у нас перерывов же будет несколько штук. Вот потом, чтобы на перерывах вы смогли поставить мне оценку. And it will give you the opportunity to evaluate each day. И у вас будет возможность оценить каждый день. And we really value your feedback because we want to improve each time we do this so that we can better serve the next time. И дело в том, что мы вас призываем это действительно сделать, то есть подойти к этому серьезно, потому что нам нужно ваше мнение, получить отзыв от вас для того, чтобы потом мы могли это делать более эффективно, чтобы мы могли что-то изменить в лучшую сторону. But today, we want to start by worshiping the Lord as we do every day. Но сегодня мы, как обычно, начнем наше занятие с прославления Господа. Because we believe that no matter what it is we're learning or doing, it's based on God's instruction, God's wisdom, and God's empowerment of us. Потому что мы верим в то, что независимо от того, что мы с вами говорим или делаем, это все от Господа. Он нас вдохновляет, Он дает нам силы на это. And then we're going to start off with another competition right away. А потом у нас сразу будет еще одно соревнование. But then for the day, А потом еще сегодня we're going to be plowing through lots of material so that you can be trained as a trainer. мы с вами проведем такой своеобразный обзор всего материала для того, чтобы вы могли потом научить других. But I promise it won't be me talking for 8 hours. Но я обещаю, это не будет выглядеть так, что я тут буду 8 часов вам рассказывать что-то. You're going to help me. Вы будете мне помогать. So why don't we spend some time praising the Lord, and the sister will lead us. Давайте будем Господа прославлять. In your peer groups this morning, you will have a challenge. У вас сегодня будет такая задача определенная, когда вы будете собираться малыми группами, работать малыми группами. You have an envelope with small pieces of paper. Вам раздадут конверты, и там будут вот такие вот полоски бумаги. And the goal of the exercise is to see if you can determine what activity produces the most amount of learning. И ваша задача будет поставить все это в правильном порядке, то есть составить таким образом, чтобы вы, то есть ваше мнение хотят узнать, сколько процентов человек может усвоить благодаря той или иной деятельности. There'll be a list of words that represent different forms of learning. То есть, с одной стороны, там будет перечень различных видов обучения, методик. Different numbers that represent the percentage of how much we retain from that learning. И с другой стороны, будет в процентном отношении, то есть определенные цифры стоять, которые показывают, сколько процентов, можно тем или иным образом усвоить информации. And the task of your group is to match up the activity of learning with the number that represents how much we retain from that learning. То есть ваша задача все составить в правильном порядке. Вот как вы считаете, то есть какая деятельность, сколько процентов дает, эффективности запоминания? Does that say how we learn? Yes. Okay. So there's one piece of paper that says how we learn. Как мы учимся, это вот заглавие, то есть это будет ваш. And there's other names of activities with a percentage. То есть он вам показывает, чтобы вы поняли, как оно выглядит. То есть какая-то деятельность, а потом цифры. Вы должны поставить так, как вы считаете правильно. So you'll match the form of learning to how much we retain from that. Это упражнение на сопоставление. Сопоставить занятие и процент, сколько от него пользы. And then after we'll put up on the screen the answers, and then we'll see how close your group is able to get. А потом мы на экране покажем ответы. Вы проверите себя, насколько вы все правильно сложили. So if you can be in your peer groups, when you open the envelopes, be careful because you need all the little pieces of paper inside. Теперь вы можете разделяться на группы. Когда откроете конверт, просто как предупреждение, аккуратно, чтобы вы там ничего не потеряли, иначе у вас не получится выполнить задание. And so don't open the envelopes until we tell everybody at the same time. И еще никто не открывает конверт, потому что это ж опять будет все на время.
Dave, Vic says we don't have enough envelopes. Yeah, we do. I forgot to put on the PowerPoint this morning the answer guide, so I have to do that while I'm working on it. Yep. Everybody has an envelope? У всех команд уже есть конверты. So you have to discuss together and agree. Ваша задача обсудить в группе и прийти к общему мнению, да, согласиться друг с другом. So you might have a conflict, Вероятно, у вас возникнет конфликт, and you have to work together on coming to the answers that is acceptable to the team. и вам нужно прийти к общему решению, которое более приемлемо для вашей группы. Okay, so open your envelopes and find the piece that says how we learn. Итак, можете открыть конверт и достать вот там, где сам заголовок, как мы учимся, достать вот эту часть. Нашли? Are you going to set time? No, we don't need the time. Okay. Then take out all the little pieces and start to match up the activity of learning on the left and the number that represents the percentage of how much we В общем, вы уже retain from можете that learning. начинать. Каждая команда работает над тем, чтобы все составить. Как вы думаете, сколько процентов дает тот или иной род деятельности? Is everybody happy with the results? Everybody's agreed? Команда уже пришла к решению, к общему, которое бы всех удовлетворяло? I have to apologize that I don't have the right answer on the screen in Russian. Извиняюсь, что у меня нет на русском правильного ответа. But I have the right answer on my computer in English, so we'll use that to examine your answers. Но у меня есть на английском правильный вариант, поэтому мы проверим ваши ответы. How many people for 10%, what did you put beside 10%? We retain 10% of what we learn. Теперь вопрос, что вы поставили напротив цифры 10%? Какой вид деятельности? 10%. Hearing, from what we hear. Hear. Everybody sit here? У всех один и тот же вариант ответа? The right answer is what we retain 10% of what we read. Ну, исправляйте теперь. 10% это то, что мы читаем. We retain 20% of what we hear. 20% мы воспринимаем из того, что мы слышим. Это следующий ответ. What do you think 30% is? А как вы думаете, что 30% дает усвоением We retain материала? 30% of what we... Мы, from what we see, Yeah, correct. да, из того, что мы видим. Молодец. Chut-chut. Your name is now going to be Chut-chut from now on. Теперь тебя так будут звать. Chut-chut. When the person is listening to your sermon, on the first day, remember you said he just accepts 5 to 10%. That's why. So Dr. William Glasser has to work on it more. I'm so glad this is your second time here. Chut-chut. Я рад, что ты уже второй раз на конференции. Obviously, this isn't this is a study, but this is not the same for everyone. Этот человек провел определенное изучение в данной сфере, но понятно, что мы не можем говорить с точностью, что он всегда прав на 100% во всех случаях. We retain 20% of what we read and we hear. 20?
Yeah, when we combine reading and hearing, we retain 20%. Когда мы слушаем и видим вместе, то мы воспринимаем 20%. So if we read and hear something, 20% of it we retain. 20%, когда мы видим и слышим. If we see, we retain 30%. What about 50%? Когда мы видим, это 30%. Through what form of learning do we retain 50%? А что нам дает 50% усвоения материала? Discussion. Any other answers? Другие ответы есть? Now we can have here only what we hear. What we hear and see. But you said it's 20%. Yeah, that's why I asked you. 50% of what we hear and see. Okay. We retain 10% of what we read. Короче, проверяйте еще раз. Yeah. Ну, в общем, We retain 20% of what we hear. 10% то, что видим. 30% of what we read. 10% читаем, 20% слышим, 30% видим, а 50% это то, что вместе. И слышим, и видим. Yes, that's what we had before. Видим и слышим вместе 50%. 30% of what we see. 50% of what we hear and see together. То есть 30% только на то, что видишь, а если и видишь, и слышишь вместе, уже 50%. What do you think 70%? А как вы думаете, 70% это что? From what we discuss. Yes. Правильно. 80%? А 80%? Teaching others. No, personal experience. Personal experience. То, что на личном опыте. 80% это личный опыт. And lastly, we retain 95% of what we teach to someone else. И человек воспринимает 90 или усваивает 95% материала из того, что он преподает другим, когда ты учишь другого. So at this conference, Итак, на этой конференции what forms of learning have we used? какие формы обучения мы с вами использовали? All of them. We heard, we read, we saw, we discussed, and we shared our personal experience. Did you have So we didn't have the last one yet. right? Совершенно верно. All forms of learning you've used this week except the last one. То есть все мы уже применили на этой неделе, кроме последнего пункта, да? Today is about being equipped to take in the greatest form of learning. Так вот, сегодня наша цель — это как раз научить вас использовать тот метод, который приносит самый большой процент усваиваемости материала. So if you just go to a conference and hear someone talk, you 10-20% you take home. То есть, допустим, приезжаете вы куда-то на конференцию, вы послушали спикера, восприняли в итоге 20% этой информации. What you've discussed, you've put your hands on things, you've experienced things emotionally, physically. А потом, если вы еще при этом какие-то задания выполняли, обсуждали это с людьми, But the maximum value тогда у вас уже больше процент усваиваемости материала. is to continue to meet with your peer groups to discuss the implementation. Но для того, чтобы увеличить пользу от того, что вы прошли на конференции, вам нужно продолжать встречаться вашими группами, продолжать обсуждать этот материал. That will give you 80% of the value of this learning. В таком случае вы уже достигнете 80%. But what will give you the maximum amount of the learning is if you take this material and start teaching it to other people. Но если вы хотите по максимуму использовать этот материал, который вы услышали на конференции, то вам нужно преподавать его другим людям. So when we go back to the sponsors, Когда мы вернемся, когда вы вернетесь к спонсорам, the investors, ну то есть к тем, кто инвестировал,
We want to tell them that we have a 95% return on investment, not 10% return on То investment. есть каждый раз в таком случае мы хотим говорить, что мы использовали все по максимуму, да? То есть мы не восприняли информацию только на 10%, мы восприняли ее на 95%. Это наша цель. But that will be up to you to implement. Ну, конечно, это уже вам решать, как вы будете применять этот материал. As we said yesterday, today is all about equipping you with information so that you can take and teach to others. Вчера я уже говорила о том, что сегодня мы вам дадим информацию, которую вы сможете передать другим. And not just information, И не просто информацию, but information that will lead you to lead your communities in transformation. но информацию, которая поможет вам вести людей, то есть вы будете стремиться к тому, чтобы преобразовать, трансформировать то место, где вы находитесь. So open your teacher's guide on community transformation leadership. Откройте, пожалуйста, ваш справочник для преподавателя по трансформации общества. Справочник для руководителя. Yeah. This material did not originate with us. Этот материал, мы не являемся авторами его. We're thankful that there are organizations that gave us the material to adapt to our use. Мы благодарим определенную организацию, что они позволили нам использовать их материал в адаптированном виде. And we give them credit in the book. И мы об этом в книге говорим. So here are the instructions for the teachers that you're becoming. И вот в данном пособии содержится инструкция для преподавателей. Thank you for facilitating the learning of this module. Мы благодарим за этот курс, который были составлены на основе материалов. Там указано, какой... I use the word facilitate because you are a guide more than you are a teacher. И на 3-й странице вы видите, что использовано слово «содействие». Потому что они смотрят на это, что мы как гид-проводник, то есть мы тот человек, который помогает другому достичь определенной точки в каком-то как путешествии, что ли. Just as I said at the beginning, I'm not here to be a teacher, I'm here to be a guide of learning from each other. То есть я тоже в самом начале вам так говорил, что не воспринимайте меня как преподавателя, я как проводник, я тот, который помогает достигнуть определенной точки в пути, то есть точки назначения. While you will be making points and delivering some content. Вы, конечно, будете какие-то делать замечания, какие-то говорить, то есть своим мнением делиться. You will be asking many questions and guiding the conversations with the people who are in attendance. То есть вы будете задавать вопросы и тем самым направлять разговор. Это ваша задача. The material has been formatted with the facilitator instructions in italics. А еще слова того, кто будет вести дискуссию, они выделены курсивом. So the material that's in bold is what is in the student guide and the main points, but the material in italics is instructions for you as the facilitator. То есть то, что жирным шрифтом, это то, что увидят ваши студенты, а то, что здесь курсивом, это то, можно сказать, ваши слова, то есть тот материал, который вы должны знать. Be familiar with the material before you teach it. Пожалуйста, вы должны сами ознакомиться с данным материалом, прежде чем его преподавать. Skip 3 on point 4. Make sure you're familiar with the activities that are in the material, with relevant materials and handouts that are going to be given to people. Также вы должны изучить то, что вы будете раздавать своим студентам, то есть материал изучаемый. I've tried to demonstrate that with you this week, where I'm prepared with the activities that are going to be used ahead of time, so that it makes the most use of the time that you have. И мы с вами выполняли определенные занятия, да, я вам давал задания. Точно так же и вы должны подготовить определенные задания, которые потом будете использовать в курсе преподавания. Ensure you have copies of the material, or at least a notebook for each of the students who will be attending. И, конечно же, вам нужно, чтобы материал был у каждого человека, который будет проходить этот материал. The last book in your binder is a master copy of the student guide that you can take and copy for the people you will be teaching. То есть вместе вот с этим справочником для руководителя у вас там еще есть справочник для студента. Получается, что вы должны сделать копии для каждого, кто будет в вашей группе. It's the last book in your binder.
Это самая последняя книга в вашей папке. That's a master copy. You can take and photocopy that for as many То есть people. это та копия, которая у вас всегда должна быть в резерве, поняли? То есть это то, с чего вы снимаете копии при необходимости. Вы там, то есть в ней нежелательно что-то заполнять. Don't write in that book today because that's going to be your master copy. Особенно, конечно, сегодня ничего там не пишите, потому что это ваш материал главный, вернее, как ваше пособие. But go ahead and write in your teacher's guide because that's going to become your teacher's notes. А вот именно где справочник для преподавателя, для руководителя, там пишите, это ваш конспект. So here's some points to effective teaching and facilitating. Дальше у вас на 4-й странице эффективное преподавание. Arrive early and set up your materials in the area you'll be using. Ваша задача прийти заранее, подготовить и помещение, и все материалы, которые вы будете использовать. It's important if you're not preaching these in a church setting from a Sunday morning service. If you're not preaching these, Если вы не будете это использовать как серию проповедей по воскресеньям, it's important that I think that you arrange the rooms similar to we have here, where people are facing each other and discussing rather than in rows. то я думаю, что самым лучшим вариантом будет, если вы свою комнату организуете вот примерно как мы, допустим, то есть чтобы люди друг друга видели, не так, как в школе, за партами они друг другу в спины смотрят, а чтобы это была общая возможность для общего обсуждения. So that people can see each other's faces as they discuss. Чтобы, когда вы будете задавать вопрос, люди могли видеть лицо другого человека. If you're preaching these as sermons and people in rows, that's fine. Если вы будете это использовать как проповедь, тогда, конечно, вы будете смотреть на людей, они будут вас видеть, тогда все в порядке. But as much as possible, you want to use the material as a guide for discussion. Но по возможности вы, конечно, хотите использовать материал, по максимуму для обсуждения. Secondly, don't rush through the material. Второй пункт здесь обозначен как «не преподавайте бегом», то есть не спешите, не торопитесь. Plan enough time for discussions and activities and breaks. Планируйте занятия таким образом, чтобы у вас было достаточно времени на все. The goal is for people to have enough time to understand and be involved in the learning process. Потому что ваша цель – это чтобы люди были вовлечены в процесс обучения. Им нужно усвоить этот материал, для этого нужно время. Move at a pace from the topic to topic and make sure that everyone understands. От одной темы к другой переходите только тогда, когда вы видите, что этот материал уже усвоен, что можно двигаться дальше. There are 11 lessons. I thought there were 13, but there's 11 lessons in the material. Я думал, что тут 13, на самом деле тут 11 уроков. And so you can use them as 11 sermons or 11 Bible studies, or you can do 2 at a time with your group, however it fits best in your organization situation. То есть вы уже сами на свое усмотрение решаете, либо это будет серия проповедей, либо это будет курс. Может быть, если там, допустим, вы быстро будете воспринимать материал, кто-то решит, что им можно пройти по 2 урока за один раз, за одно занятие. То есть это уже полностью вы дальше сами принимаете решение. Review often. Повторяйте часто. At the beginning of each session, have the class review all that they've learned so far in the training module. So when they start the day, have them review what they've learned so far. То есть, как он делал, да? Я имею в виду Дэйв, ваш преподаватель. То есть каждый день вы приходили, он начинал день с того, что вы повторяли материал предыдущего урока, то есть то, что вы вчера проходили. Which is what we did in the morning of the first 4 days, so that you review the material from the day before. Каждый день вы, приходя сюда, начинали занятие свое с повторения предыдущего дня. Follow the teacher's guide in your preparation notes. Преподавая, придерживайтесь руководства для преподавателей. Make sure to include all 4 parts of each lesson. Each lesson has 4 parts to it. Каждый урок будет состоять из 4 частей. Вы, конечно же, должны все эти 4 части пройти. First section is introducing the topic. Первая часть – это когда вы говорите тему, And communicating the activities that will connect the topic to the previous experience. а также говорите о том, какие занятия в этой теме будут. The second part is giving new information. Вторая часть урока – это когда вы даете новую информацию. Third part is giving students something with what they have learned. Activities that allow them to better understand the information. Третья составляющая урока – это когда вы используете разные методы преподавания, то есть то, с помощью чего ваши ученики смогут как можно лучше усвоить материал. And then connect the information to their life. How does this apply to their life on a
practical И четвертая basis. составляющая урока. Пожалуйста, убедитесь, что вы действительно показываете своим ученикам связь. То есть как этот материал, который они сегодня прошли, связан с их настоящей повседневной жизнью. То есть практическое применение. Just some practical hints, or not hints, just some practical thoughts about how to teach Ну, effectively. несколько практических таких шагов, как преподавать эффективно. Don't try and come across like the expert, just try and come across like a facilitator. То есть ваша задача, не делать вид, что вы эксперт, да? Мы говорили, что вы проводник, вы человек, который помогает другим людям что-то узнать. So now we're going to go through all 11 lessons today. И сегодня мы с вами, сейчас непосредственно мы пройдем все эти 11 уроков. Hold on. Так что держитесь. We won't have time to explore all the questions in detail. Конечно, мы не сможем ответить на все вопросы и разобрать все детально. The goal for you is to really see how we're moving through the concepts and the thoughts, and Просто чтобы вы имели общее представление, то есть как все это будет работать на практике. I'm going to have you read some sections, Я попрошу вас некоторые разделы прочитать, but we won't spend the time on each lesson as you will in your own Bible study lesson. то есть так как вы будете потом проводить этот курс обучения, вы будете останавливаться, естественно, на каждом уроке. Мы этого сделать не можем, просто по времени, We would be here for another week. потому что на это надо еще одну неделю. So, lesson 1, the introduction. Итак, урок 1, вступление. The purpose of this module, these lessons, is to equip pastors and community leaders with teaching material to take back to their congregations and community groups. У вас написано, цель курса – это обеспечить пасторов и служителей учебными материалами для использования в своих церквях и малых группах. The material is meant to be viewed as discipleship material and can be used as sermons, Bible studies, or in community meetings. И это пособие можно использовать как материал для душепопечения, а также в проповедях, курсах по изучению Библии и других мероприятий. The module is intended to address the human factor in development or in projects. И цель этого курса – показать важность человеческого фактора в вопросе развития общества. Developing the people before they were developing the community. То есть сначала ты развиваешь отдельно личность, а потом уже развивается вот это сообщество, которое вокруг нас. This material is based on the foundation idea, the founding idea that the causes of poverty is not the lack of resources. Мы хотим донести до людей, что причина нищеты – это не отсутствие или не недостаток ресурсов. And the lack of resources are the symptoms of poverty. На самом деле недостаток ресурсов – это только, причина нищеты. Нищета – это как… If the lack of resources is not the cause of poverty, То есть это симптом, да? Ресурсы, когда нам кажется, что не хватает ресурсов, это симптом нищеты. then the provision of resources alone will not solve poverty. Получается, что поскольку недостаток ресурсов не причина бедности, то, следовательно, и простое восполнение этого недостатка не может решить вопросы с нищетой. This module explores from a biblical perspective И поэтому мы с библейской точки зрения будем исследовать этот вопрос. what leads to impoverished lives and communities. Что же ведет к обнищанию жизни людей? Then we will explore from a biblical perspective Все это мы будем рассматривать с точки зрения Библии. what moves us out of poverty into the kind of flourishing that God intends. То есть как сделать так, чтобы из состояния бедности, нищеты прийти в состояние процветания. These ideas and values lead to actions and changed behavior. Мы хотим, чтобы образ мышления повлиял на поступки. То есть то, как мы мыслим сейчас, мы поменяли, и из-за этого поменялась наша жизнь. If we can change people's ideas, their mindset, the change will result in different actions and behavior. Если нам удастся изменить образ мышления других людей, если мы сможем изменить их систему ценностей, то мы сможем изменить их поведение, и тогда произойдет вот эта трансформация в обществе. So that's the introduction that you would say to your group as you first meet for the first lesson. Вот это то вступление, которое вы можете использовать для ваших студентов, когда вы будете проводить самый первый урок. And then we would encourage you to begin in a time of prayer, as you always do. И, конечно же, как вы всегда делаете, мы тоже призываем вас к тому, чтобы вы начали все с молитвы. The very first part of the first lesson is discussion.
Самая первая часть самого первого урока — это обсуждение. Because we want people to engage immediately with what's on their hearts and minds, not just sit there and listen to you talk. Потому что ваша задача не представить это все как то, что они сидят и слушают, вы читали лекцию. Нет, мы хотим, чтобы было живое обсуждение в группах. The very first thing I said to you on the very first day, on Monday, Помните, в понедельник, в самый первый день, на первом занятии я вам кое-что сказал. I asked you a question. Я задал вам вопрос, вернее. And I asked the question, what is leadership? Я спросил, что же такое руководство? To get your minds active right away. То есть, чтобы тут же вы начали уже думать, мыслить, размышлять. So begin with a question. Итак, начинайте с вопросов. And we'll answer the question here together as an example. И мы с вами будем, как пример, отвечать тоже на вопросы вместе. How would you define poverty? Как бы вы описали, или какое бы вы определение дали слову «нищета»? Or second question, Или второй вопрос. what is the cause of or causes of poverty? What causes poverty? Как вы считаете, почему нищета есть? То есть какова причина? Почему существует нищета? Let's pretend we're a group studying this lesson together. Давайте мы с вами представим, что мы проходим этот курс. How would you define poverty? What causes it? Тут какие есть ответы на первый вопрос? Какое определение вы можете дать слову «нищета»? Lack of the needed food, clothing, that is essential. So lack of resources, Отсутствие ресурсов. Or absence of places to live, to stay in. Spiritual poverty as well. No resources for living. Or maybe the lack of faith that you can achieve something. okay? What causes a lack of resources? А что становится причиной недостатка ресурсов? Laziness to some extent, Okay, laziness, sickness, lack of knowledge, politics of the government of the country, the wrongly done budget. wrongly done budget, yeah. When we break the Bible principles of living, So when what- we violate those principles. So right away you're getting people to engage their minds. То есть, видите, да, сразу человек начинает думать. Encourage participants to share their views. Вы должны поощрять людей к тому, чтобы они делились своей точкой зрения. The material is designed to be question-based, so the trainer acts as a facilitator. Материал разработан таким образом, что всегда там есть вопросы для обсуждения, а вы, как проводник, значит, ведете дискуссию. Ask a question at the start and allow lots of discussion. Вначале задаете один вопрос, а потом у вас много обсуждения должно быть. It will set the tone for discussion-based learning environment. А вы как бы задаете тон в этой среде для обучения, которая основывается. То есть основание для этого обучения — это именно ответы на вопросы, это дискуссия. So we've had some input about how we define poverty. Итак, мы с вами дали объяснение, как мы считаем, что такое нищета и каковы ее причины возникновения. We've had some input as to what causes a lack of То resources. есть, что же является причиной недостатка ресурсов, мы сказали. So the next question you could ask. Следующий вопрос, который вы можете задать. Has God provided everything on earth we need for survival? Обеспечил ли нас Бог на земле всем необходимым для жизни? More than enough. So if so, why do so many people in the world still suffer from not having the basic needs for healthy living? Получается, если ответ положительный на этот вопрос, тогда почему так много людей страдает от недостатка, испытывают этот недостаток на себе? Because we do not know how to divide that abundance. Because the world is evil. So we don't know how to manage the resources Потому что мы не знаем, как управлять этими ресурсами, because of the evil intent of people's hearts. потому что сердца человеческие лукавы. What else? Еще почему? Selfishness, Selfishness. lack of knowledge again, Yeah, lack of knowledge.
in someone, but not in your own strength, maybe. Right. Нет желания. So if No desire to change anything. okay, lack of desire to change anything. So you're seeing where we're going with this. You can ask other questions. If people are struggling how to answer that, because this is a group of leaders and a group of people who are educated. So if people aren't really answering in a way that leads you to the next question, ask the next question. Is there enough water, clean water on earth for everyone to have enough water? Допустим, если вы не слышите тех ответов, которые вы хотели бы услышать, то вы задаете тогда наводящий вопрос. Допустим, а достаточно ли на Земле воды для того, чтобы обеспечить все население этой водой? То есть вы как проводник, да, вы ведете, потому что надо, чтобы тема двигалась дальше. Вы задаете вопросы необходимые. Is there? Так достаточно на Земле воды? Yeah. Yes, Is there enough knowledge on the earth to educate everybody appropriately? А достаточно ли на Земле знаний для того, чтобы поделиться этими знаниями со всеми, то есть чтобы все там обладали какими-то знаниями? Yes, it is enough. Yet, so then, why do people not have access to clean water, enough food, adequate knowledge for the kinds of lives that God intended? Тогда в таком случае, почему не у всех есть эта чистая вода, так им необходимая? Почему не распределены знания должным образом среди людей? Because maybe someone wants to have it that way. Right. You're trying to get people to the place where they realize that resources is not the problem. То есть ваша задача с помощью этого обсуждения подвести людей к мысли, что ресурсы — это не проблема, то есть проблема состоит не в них. Lack of resources is not the cause of poverty. Потому что отсутствие ресурсов — это не причина бедности. It's not the real problem. То есть это не настоящая проблема. It's the symptom of the problem. Это ее симптом. Wrong thinking and beliefs results in wrong behavior. Неправильное мышление, оно все и есть корень этой проблемы. So if people don't have the resources they need, если у людей нет необходимых им ресурсов, and they think that lack of resources is the cause of poverty, и они действительно считают, что отсутствие ресурсов есть причина нищеты, then they'll act as if getting resources will fix their poverty. то тогда для них решение в чем? Чтобы обеспечить себя этими ресурсами. И тогда будет считать, что с нищетой будет покончено. They'll be just focused on getting resources. Получается, у них будет не туда направлены действия, они будут стараться получить ресурсы. Andrew Bernick was telling me yesterday. Мне вчера Андрей Берник кое-что рассказал. That he was at the store and there was a man outside asking for money. Он поехал в магазин, а около магазина стоял человек, просил денег. He said, "What's your need?" А он спросил, что вам нужно? He said, "Everything." Говорит, мне все нужно. He said, "Even if I gave you $100 or 1,000 гривен, you would not solve your real need." Тогда ему Андрей отвечает, даже если бы я вам дал, допустим, 1000 гривен, это бы все равно не восполнило вашу главную нужду. Brokenness, poverty, and unnecessary suffering is not because there's not enough resources on the earth or even in this country. Разруха, нищета и страдания — это не результат того, что на земле в целом или в какой-то стране в частности недостаточно ресурсов. Remember the story I told you driving to Donetsk? Помните историю, когда я вам рассказывал про поездку в Донецк? We're driving food from Dnipro to Donetsk. Мы везли еду из Днепра в Донецк. But yet we drive past field after field after field of apples on the ground. Мы проезжали бесконечные просто поля, где яблоки, вернее не поля, а яблочные сады, где яблоки просто валялись на земле. There's more than enough resources here to feed your people. Так что у вас в стране ресурсов для того, чтобы накормить всех голодных, более чем достаточно. I give also the statistic that the 2% of the world's grain harvest, if it was shared, would erase the problem of hunger and malnutrition around the world. Just 2%. И я говорил уже о том, что 2% урожая зерновых было бы достаточно, да, чтобы всех людей хлебом обеспечить, при правильном распределении вот этого мирового урожая. So what leads to a change action? А что нужно сделать, чтобы заставить человека изменить его действия? What leads to changed behavior? Как изменить поведение человека? Мыслить. First, you need to make him think differently. Right. Правильно. We need to show the real problem where it is. Right. Good. So you're getting it. Правильно. Значит, вы понимаете, о чем я говорю.
Remember the iceberg illustration? This is point number 11. Помните иллюстрацию об айсберге? At the top, there's actions and behaviors, Вверху это поведение, действия, always based on beliefs and values that we cannot see. но они всегда основаны на убеждениях, на тех ценностях, которые мы не видим. And so if poverty is above the surface of the water, Поэтому если бедность или нищета будут над поверхностью воды, it's based on wrong thinking below the surface of the water. то причина их в неправильном мышлении, то есть в том, что мы не видим, то, что находится под водой. And if all we do is try and change what's above the surface of the water, Если все свои старания мы направим на то, чтобы изменить то, что над водой, without changing the thinking and the beliefs, не пытаясь изменить образ мышления и убеждения человека, it'll be a short-term solution. то это будет только кратковременное решение проблемы. What we believe determines how we act. То, во что мы верим, влияет на то, как мы себя ведем. What we think will determine our behavior. То есть наши убеждения влияют на наше поведение. And most attempts to get people to change their behavior focuses on their behavior. Но дело в том, что большинство попыток изменить человеческое поведение направлено на само поведение. For example, if someone is struggling with alcoholism, Допустим, кто-то страдает от алкоголизма. we try to change them by getting them to stop drinking. Мы пытаемся изменить такого человека, заставив его прекратить пить. It makes sense at first, but it's the wrong approach. То есть с первого взгляда кажется, что это правильная методика, но на самом деле нет. Because their actions are based on something that's wrong inside. Потому что их действие зависит от того, что неправильно как бы у них внутри. Here's some examples. Вот несколько примеров. Some of you said corruption is one of the causes of poverty. Кто-то мог назвать коррупцию как причину нищеты. But corruption is the wrong behavior that comes from what wrong thinking or wrong values. Но на самом деле коррупция — это неправильное поведение. А что стоит за этим неправильным поведением? То есть какие убеждения? I won't be punished for what I'm doing. Okay? Yeah, no one's Хорошо. going to find out. Никто, допустим, не узнает, да? What else? Еще что? Greedy. So yeah, that my life is more important than somebody else's life. То есть убеждение, что моя жизнь важнее, чем жизнь кого-то еще. And because my life is more important than someone else's life, I can change the rules to benefit my life. И поскольку моя жизнь важнее, чем их жизнь, я могу использовать правила или изменить даже правила как бы для того, чтобы мне было лучше жить. So if you try to fix corruption by talking about corruption, Если ты пытаешься бороться с коррупцией, просто говоря о коррупции, it's like trying to take away cancer by giving somebody pain medication. это как все равно, что пытаться бороться с болезнью, с такой болезнью, как рак, просто давая человеку обезболивающее. You have to focus on what's going on. Вместо того, чтобы внимание уделить тому, что происходит на самом деле. Someone said laziness is a cause of poverty. Кто-то называл лень как причину нищеты. Laziness is the wrong behavior that comes from what wrong values or what wrong thinking. Лень — это, опять же, проявление искаженного мышления. Вернее, это результат неправильного поведения. Что стоит за этим? Какое мышление? Какое неправильное убеждение? Why bother? Like no motivation, lack of motivation. What else? What else could be some wrong thinking that drives laziness? Какое еще может быть здесь искаженное мышление, причиной которого потом, как проявление, становится лень? Uncertainty. Yeah. Okay. The person thinks that somebody else will help him. Right. Right. Правильно. Those are all great examples of wrong thinking that results in laziness. Вот это примеры, хорошие примеры того неправильного мышления, которые влекут за собой такой недостаток в поведении, как лень. So let's say you have somebody lazy in your church or your organization or your home. Допустим, у вас дома или в церкви или в вашей организации есть человек, у которого есть такой недостаток. Это ленивый человек. You're so angry И вы злитесь на него, and you go up to them. подходите к нему You say, "You know what your problem is? и говорите: знаешь, в чем твоя проблема? You're lazy. Ты ленивый. So here's what you do to fix it. А вот что тебе нужно, чтобы это изменить.
Don't be lazy. Не будь ленивым, не ленись. Work. Работай. Get a job. Найди себе работу. Clean up around here. И давай вообще убери тут в своей комнате, допустим. Do you think that changes people? Как вы думаете, изменится человек от этого? Yeah. Maybe short term. Yeah, maybe short term. Maybe they'll fear you for short time. Может быть, на короткое время, да. So the point here is for that person to have a desire. Right. And what's your role in helping that person to have a desire to change? Ну тогда в чем ваша роль для того, чтобы у него появилось желание это? Motivation, to find the right motivation for that particular To person. find out why the behavior is the way that the behavior is. Вам нужно выяснить, почему у него такое поведение. To say, why are you not working? Why are you not helping your family? What's going on in your life? Почему ты так себя ведешь? Да? Почему ты не обеспечиваешь свою семью? Почему ты не работаешь? Что у тебя происходит в жизни? What's going on in your mind? То есть о чем ты думаешь? What's going on in your heart? Что у тебя в сердце происходит? Help me to understand. Помоги мне понять, что ты чувствуешь. Remember, leaders ask questions, they don't make statements. И помните, да, что хороший руководитель, он не делает утверждения сразу. Он что делает? Он задает много вопросов. Asking questions discovers the wrong thinking behind the wrong behavior. Потому что, когда мы задаем много вопросов, мы узнаем вот это искаженное мышление, которое ведет к неправильному поведению. Could someone read Romans 12, 1 and 2? Прочитайте, пожалуйста, Римлянам 12, 1, 2. How are we transformed? Итак, как же мы с вами меняемся, трансформируемся? We need to trust God. And we cannot be like this world. We need to be changed. To show the example. We need to change the way we think. Change the way we think. Менять мышление. There it is. Вот ключевая фраза. We're not transformed by changing people's behaviors. Мы не можем получить никаких изменений, меняя поведение человека. As a leader, stop focusing on people's behaviors. Как руководитель, это ваша задача. Перестаньте фокусировать свое внимание на поведении. We like to tell people what to wear and what not to wear. Мы людям любим говорить, как одеваться, что носить, чего не носить, How to act and how not to act. как себя вести, что делать, чего не делать, How they should use their time and how they should not use their time. как они должны время проводить, как не должны. That all becomes legalism. Все это становится уже законничеством. Our concern should be transforming the way that they believe and think. А наша задача, мы должны сделать так, чтобы поменялся образ мышления человека, изменился. And that will change the outward appearance of the behavior. То есть, чтобы поменялось мышление, тогда поменяется внешний вид, то есть проявление, поведение человека. Focusing on how people live becomes legalism and religion. Когда мы просто фокусируемся на том, как человек ведет себя, как он живет, то в конечном итоге мы получаем законничество, легализм. I became distracted. Я отвлекся. The last part of that lesson. И последняя часть урока. That's the whole is to close in a time of prayer, of reflection and repentance. Это время для молитвы, для покаяния, для того, чтобы люди порассуждали. Asking the people to be self-aware. And to identify what wrong thinking has led to wrong behaviors in their own lives or communities. Вы должны, то есть ваша задача сделать так, чтобы каждый человек начал анализировать свою жизнь, да, свое мышление, то есть где я не так что-то понимаю, где я имею вот это искаженное мышление. That's lesson number 1. Это урок номер 1. Так, быстро. I have a question.
Can my personal experience actually become that push that will make the person to change his behavior or not? I mean, if you're an example, will that become the motivation that somebody uses to change their behavior? То есть, если ваш личный пример, вопрос в том, может ли ваш личный пример послужить мотивацией к изменению жизни другого человека? Yes. Yeah. Да. When people see the example of your life in how you live, that will become one of the greatest motivators for how they live. Конечно же, это на самом деле может стать прекрасной мотивацией. Когда человек видит, как изменилась ваша жизнь, он захочет изменить свою. Exactly. Совершенно верно. Otherwise, your words are empty. As a leader, your words are empty. То есть вы, как руководитель, ваши слова не должны подтверждаться жизнью. So that's lesson number 1. Это был первый урок. We spent more time on lesson number 1 than we will on some of the other lessons because I wanted you to really get a feel for how to guide a group through that discussion. Следующие уроки мы не будем настолько же подробно разбирать. Просто я хотел, этот был, как мы разобрали с начала до конца, а дальше будет выборочно. And so we're going to take a 15-minute coffee break. Сейчас у нас будет 15-минутный перерыв для кофе.